下失传千万年的万幻天魔道，重现天日。唯有毁你道心，碎你执念，防。金岩矿乃至阳之物。Противостояние Святого радует необычным сюжетом и непредсказуемыми поворотами. За это нам и нравится эта Дунхуа. Главный герой Ван Линь проходит через все миры культивации, чтобы убить кровавого предка, и его истинное тело одним мощным ударом полностью уничтожает кровавую звезду. Для фанатов противостояния Святого это настоящее пиршество для глаз. Совсем недавно официальная команда выпустила концепт-арт-превью, и теперь вместе с описанием сюжета стало окончательно ясно, что название «Убийца бессмертных» относится к той самой легендарной сцене, где Ван Линь в громовом мире бессмертных, несмотря на огромную разницу в уровнях культивации, в эффектном камбэке убивает кровавого предка. В последнее время многие спрашивают, клон Ван Линя уже отправился в звездный домен Лотянь, но где же его истинное тело и когда оно наконец появится? Давайте разберем все по порядку. Как всем известно, клон Ван Линя постоянно рискует и путешествует, а его истинное тело остается в укрытии и тайно культивирует. В последний раз истинное тело появлялось в аниме, когда наблюдало за крупной битвой. После раскрытия шокирующей правды, клон сразу направился в звездный домен Лотянь, а истинное тело осталось в звездном домене Альянса и продолжало скрываться. Однако, как только Ван Линь прибыл в Лотянь, за ним отправились сразу два мощных преследователя. Всевидящий Тянь Юньцзы послал Тань Лана охотиться на него, а вскоре за ним погнался и кровавый предок Яо Синьхай. Кровавый предок хотел забрать у Ван Линя Яо Цзисюя и полностью завладеть токеном поместья Бессмертного. Кровавый предок происходит из клана Яо звездного домена Лотянь и является потомком легендарного кровавого бога. К моменту его появления Ван Линь уже вошел в громовой мир бессмертных, поэтому кровавый предок последовал за ним туда. На тот момент клон Ван Линя находился лишь на пике восхождения, в то время как кровавый предок уже достиг середины этапа нирваны. Разница между ними составляла почти два больших царства. В обычной ситуации у Ван Линя не было бы никаких шансов, и именно так думал кровавый предок. Уверенный, что раздавит противника без малейших усилий, он даже не стал принимать кровавую пилюлю души. Эта самоуверенность вскоре дорого ему обойдется. Как только Ван Линь почувствовал приближение кровавого предка, он сразу начал планировать контрмеру. По счастливой случайности он вместе с другом Ли Юанем обнаружил разрушающееся хранилище Бессмертного, нестабильное пространство, которое полностью уничтожает все, что подвергается внешнему воздействию. Это была идеальная природная ловушка. Ван Линь мгновенно принял решение и использовал Яо Цзисюя как приманку, специально позволив кровавому предку почувствовать его местоположение и заманив его в разрушающееся пространство. Однако кровавый предок все-таки был сильным экспертом нирваны, поэтому ловушка лишь тяжело его ранила. Он сразу применил технику побега, планируя восстановиться и позже поквитаться. Но судьба распорядилась иначе. Во время бегства кровавый предок наткнулся на Яня Лэйцзы, хозяина зала громовых бессмертных. Янь Лэйцзы был крайне жесток. Он сразу захватил изначальный дух кровавого предка и уничтожил его кровавое тело. Состояние предка стало еще хуже. Его культивация упала с середины нирваны, почти завершенное кровавое тело разлетелось на бесчисленные осколки, и ему пришлось начинать практически с нуля. В этот момент Ван Линь снова настиг его. Тяжело раненый кровавый предок уже не решался сражаться в лоб. Он отделил часть своего кровавого тела как приманку и снова попытался сбежать. Эта отделенная часть попала в тело Ван Линя, из-за чего тот потерял сознание. То, чего кровавый предок никак не ожидал, именно это действие стало переломным моментом всей битвы. К этому времени истинное тело Ван Линя уже достигло силы пика трехзвездного древнего бога и стояло на пороге следующего прорыва. Это безжизненная звезда в пределах территории кровавого предка. Как только истинное тело узнало, что клон тяжело ранен, его охватила ярость. «Ты посмел ранить моего клона? Сегодня я уничтожу все, что ты построил». Пока кровавый предок отсутствовал, кровавая звезда осталась практически без защиты. Идеальный момент для мести. Прибыв туда, Ван Линь встретил старую знакомую, Цзисинь, которая когда-то в страхе сбежала от него, а позже подчинилась кровавому предку. Но это уже не имело значения. Как только истинное тело нанесло удар, результат был апокалиптическим.
Несколькими сокрушительными атаками он полностью уничтожил Кровавую Звезду. Десятки тысяч лет усилий Кровавого Предка превратились в ничто. Тем временем клон Ван Линя пришел в сознание. Как и положено главному герою, несчастье обернулось удачей. Используя силу небесной трибуляции, он насильно поглотил попавшее в него кровавое тело и поглотил в века накопленной энергии. За один рывок он прорвался с пика восхождения сразу до материализации Янь. Что касается Кровавого Предка, то после двукратной потери кровавого тела его культивация сильно упала, и в итоге он опустился до того же уровня. Один поднялся, другой упал. Баланс сил полностью перевернулся. Ван Линю больше не было смысла его бояться. Он действовал решительно, подавил Кровавого Предка и запечатал его душу во флаге 10 миллиардов душ. С этого момента мировоззрение Ван Линя полностью изменилось. Те эксперты, которые раньше казались недосягаемыми, больше не выглядели такими уж непобедимыми. После личной победы Кровавого Предка он понял, что даже самых сильных культиваторов можно уничтожить. Эта победа заложила основу его будущей уверенности, особенно когда позже он вернется лицом к лицу с всевидящим Тянь Юньцзы. Эта арка, без сомнения, один из самых долгожданных моментов аниме противостояния Святого в этом году. Будь то умная стратегическая битва Ван Линя с Кровавым Предком или подавляющее доминирование истинного тела, отдача будет огромной. Единственный минус — придется еще немного подождать до официального релиза. В тот период пути Ван Линя его существование уже давно перестало быть простым восхождением культиватора. Это была постоянная игра со смертью, где каждое решение определяло, выживет он или исчезнет навсегда. Его клон продолжал странствовать по мирам, сталкиваясь с врагами, превосходящими его по силе, в то время как истинное тело скрывалось в тени, накапливая мощь древнего бога. Эти два пути шли параллельно, но именно в арке Кровавого Предка они впервые сошлись в одной судьбоносной точке. Когда клон Ван Линя вошел в громовой мир бессмертных, он уже находился на пике стадии восхождения. Это был предел его текущей силы, но перед лицом настоящих экспертов второй ступени этого было недостаточно. Именно тогда за ним пришел Кровавый Предок Яо Синхай, существо, прошедшее стадию нирваны и обладающее силой, способной сокрушать миры. Разница между ними была не просто ощутимой, она была подавляющей. В обычной ситуации такой бой даже не начался бы, потому что исход был бы очевиден. А что вы думаете об этих событиях и таком росте силы Ван Линя? Напишите в комментариях.